Всем привет, меня зовут Юлия Гендзина, и вы находитесь на моем канале, который посвящен интерьерному вязанию. В этом видео я хочу вам рассказать про новый проект, которым я буду заниматься параллельно с еще несколькими, и активно зову вас тоже принять участие в этом новом проекте. Назвала я его «Мозаичная вышивка». Почему вышивка? Потому что узор, который является основным героем этого проекта, на самом деле обычно участвует в вышивке, обычно его вышивают. Я думаю, что вам он знаком. Это один из миллионов узоров, которые называют классический славянский узор для вышивки. Это может быть белорусский мотив, украинский мотив. Но я думаю, что если вы сейчас представили себе какую-нибудь рубашку, у которой на вороте или на рукавах или на груди вышит вот такой орнамент, то вам как раз станет все понятно. Обычно его выполняют в красно-белых тонах. Итак, в чем моя задача? Я выбрала именно этот мотив, переложила его на мозаичное вязание крючком и хочу связать плед. Этот узор отлично ложится как по горизонтали, на самом деле у него здесь получатся вертикальные такие полоски, так и по вертикали. И тогда мы видим горизонтальные полоски узора. Что это нам дает? Это нам дает очень большую функциональность этого орнамента. Мы можем пустить его как для ковра дорожки или для пледа в таком виде, или ковер, или плед может быть в таком расположении рисунка. Такая гармония бывает нечасто, поэтому обязательно мы ею воспользуемся. Итак, это мозаичное вязание крючком. Орнамент объемный, что мне очень подходит, потому что я люблю в пледах и в коврах объемные рисунки, которые не мелькают, не мельтешат, которые не пестрят в полотне, которые действительно сразу дают общую картину рисунка. Это вафельная мозаика. Что это значит? Это значит, что здесь превалируют квадратики, связанные столбиков с накидом, чередующиеся со столбиком без накида. Получается такое вафельное полотно. Рисунок на таких полотнах выглядит очень красиво, очень ярко и очень рельефно, фактурно. Теперь перейдем от теории к практике. Я буду вязать плед. Я решила, что буду располагать рисунок таким образом. То есть у меня будут вот такие вот вертикальные полосы. Что мне нужно сделать дальше? Мне нужно определиться с пряжей. Поскольку я хочу уместить большее количество раппортов, а рисунок крупный, то я решила выбрать более тонкую пряжу. У меня есть Дундага 6.1, я из нее уже вязала некоторые проекты, Аргайла, например. К ней я и обратилась. Дундага 6.1 это тонкая нить, я буду вязать ее крючком номер 4, меня устраивает абсолютно плотность полотна. Но я знаю, что можно и вяжут обычно и более тонким крючком. Вот такая вот нить, правда очень тонкая. У меня есть темный оттенок, в котором есть переливы разного цвета. Я вам его еще как-то в сторис, по-моему, показывала. Здесь от фиолетового к темно-синему, к болотному. Дальше немножко такого рыжеватого, зеленоватого. В общем, действительно очень красивые переливы. И к нему я взяла классический натуральный молочный цвет. Вот такой. С пряжей я определилась. Дальше мне нужно было понять и приступить к самому муторному этапу вязания этого пледа, к начальному его ряду. Почему это муторно? Потому что очень много петель, и нужно набрать этот начальный ряд, провязать несколько рядов, чтобы уже начал формироваться рисунок, и потом уже схему выкинуть, потому что дальше можно будет вязать уже без схемы, просто по рисунку. Как мне определить начальное количество петель? Для начала смотрим на раппорт. Раппорт этого узора, вот он у вас на схеме будет выделен. Раппорт этого узора составляет 94 петли. Обратите внимание, что раппорт, как мы знаем, это повторяющаяся часть рисунка. То есть вот один раппорт, и дальше он повторяется в таком виде столько раз, сколько вам нужно для достижения необходимой ширины полотна. Но раппорт часто обрывает рисунок. То есть если мы просто посчитаем необходимое количество раппортов и наберем такое количество петель, рисунок уже в итоговом полотне у нас будет несимметричен. То есть он будет начинаться с этой фигуры, а обрываться вот так. Чтобы этого не было, мы считаем не только раппорты, но и учитываем симметрию. Как мне понять, сколько раппортов мне взять? Ну, конечно, помог бы мне в этом случае образец. То есть мне бы надо было связать хотя бы небольшой образец, если не всего раппорта, то небольшого фрагмента узора, чтобы понять, сколько петель у меня укладывается в какое количество сантиметров. И потом уже пересчитать, чтобы понять, какой мне ширины нужно полотно и сколько там раппортов в нем уместится. Что сделала я? Я из такой пряжи, у меня есть недовязанный проект Аргайлы, я вам его показывала. Что сделала я? Я взяла, разложила
измерила ширину этого пледа, она составляет 140 сантиметров, меня вполне это устраивает. И я посчитала, сколько здесь у меня было петель. Ну, естественно, не каждую петлю я считала, просто по рапортам посмотрела. И выяснилось, что на 140 сантиметров полотна, связанного из такой же пряжи, у меня здесь 360 петель. Я испугалась, потому что 360 петель – это очень много. Но, с другой стороны, раз я осиливала это полотно, значит, вполне могу осилить его еще раз. Итак, у меня уже появился ориентир. То есть из этой пряжи желаемой ширины мне нужно набрать около 360 петель. Я смотрю, сколько у меня помещается рапортов в это значение, в 360 петель. Получилось, что у меня 3 рапорта точно поместится. 3 рапорта по 94 петли. И как раз останется небольшой кусок, чтобы соблюсти симметрию. Как мне определить количество петель в этом куске, чтобы его еще добавить к общему количеству петель? Легко. Я смотрю, что у меня раппорт заканчивается вот здесь вот, да? Мне нужно продлить мой плед, то есть я 3 раппорта таких свяжу, а дальше мне нужно сделать левый край симметричный правому. То есть мне нужно вот так еще сдвинуть до сюда, чтобы левый край и правый были симметричны. Соответственно, я посчитала, сколько у меня петель здесь не хватает от конца раппорта до желаемого моего левого края. Не помню уже, сколько там у меня получилось, порядка 40 как раз, по-моему, с чем-то. И дальше я посчитала, сколько петель у меня занимает 3 раппорта, то есть 3 умножила на 94, прибавила вот этот остаток, и получилось у меня 351 петля. Ну, примерно там 360-350 нормально, там плюс-минус пару сантиметров роль играть не будут. Дальше мне нужно не забыть про кромочные петли. Я люблю вязать справа и слева кромочные петли. Эти полоски кромочных петель все-таки стабилизируют полотно, делают его более законченным. Обычно я вяжу 2 справа и 2 слева, то есть 4 петли надо еще прибавить. Итого 351 петля плюс 4 получается 355 петель. И вот самое муторное, эти 355 петель набрать, провязать первый ряд и дальше приступить уже к вязанию. Да, все правильно, я сначала провяжу первый ряд, который не будет участвовать в схеме, потом уже перейду к самой схеме, чтобы рисунок у меня четко отделялся. Можно связать несколько таких цветов одним цветом внизу, чтобы чуть отделить, чуть выше подвинуть сам рисунок. Вы, наверное, спросите, зачем у меня здесь маркеры. Маркеры мне помогают вот в этом муторном этапе не сойти с ума и набрать нужное количество петель. Более того, я в данном случае, когда очень много петель, когда больше 100, я пользуюсь методом набора, который позволяет сразу получить первый ряд. То есть я не набираю длинную-длинную цепочку воздушных петель и потом не провязываю этот первый ряд, а сразу набираю эту цепочку таким образом, чтобы первый ряд у меня уже формировался. Если вы с таким способом не знакомы, я в описании к этому видео повешу ссылку. У меня есть на канале видео, как я вяжу такую цепочку. Вот я связала здесь, наверное, петель 40. Почему я понимаю, что у меня здесь петель 40? Потому что у меня уже висит один маркер. Такие маркеры я развешиваю на каждую двадцатку. То есть набрала 20 петель, повесила маркер. Набрала еще 20 петель, повесила маркер. Это мне позволяет ориентироваться в процессе набора, сколько мне петель еще надо набрать. И чтобы каждый раз не считать сначала, я буду просто считать по этим маркерам. Соответственно, когда я наберу все 355 петель, я набор остановлю, и у меня таким образом будет связан вот этот первый установочный ряд, который будет служить как бы границей моего рисунка, который в основном орнаменте участвовать не будет. Начало проекту положено. В описании к этому видео я вам дам ссылку на чат в Telegram, где мы собрались все вместе, чтобы вязать такой плед или ковер, кто что захочет. Кроме того, я дам вам ссылку в описании к этому видео на схемы, на случай, если вдруг вы в чат не хотите, а схему все-таки хотите и будете вязать самостоятельно, пожалуйста. Но, если у вас возникнут вопросы, обязательно мне пишите, лучше в Telegram. Если все-таки хотите вязать в компании, обязательно приходите к нам в чат. Посмотрим, кто из какой пряжи будет вязать, какими цветами и так далее. Ну и я буду вам показывать свой процесс обязательно тоже. Это будет долгий проект, потому что пряжа тонкая, петель много, объем будет большой. Проект у меня такой не один, параллельно еще несколько, но я рада, что я его начала, потому что люблю эту пряжу и очень хочется посмотреть, какой структуры полотно
получится и как будет орнамент в нем выглядеть. Особенно учитывая переходы вот этого цвета, я думаю, что будет очень красиво и интересно. Желаю вам приятного вязания, будьте здоровы, присоединяйтесь к нам. Пока-пока!